walked into the party. I seen some I never saw. Everybody was moving, grooving. Girls, they were dancing on the bar. Now this wasn't no ordinary dance. Hey man, why is everybody swimming in a trance? I couldn't figure it out like your grandpa's riddle. I asked them what they doing and they said, Juicy Wiggle. Now move your hips and dance like fish. Ну что, таки добро пожаловать. Сегодня таки финал Enderal намечен. Не знаю, насколько тут затянется, но да. Намечен-то он намечен. В любом случае, посмотрим, как пойдет. Вот. На что я надеюсь, то что мне хватит гира, чтобы закончить. Потому что у меня такое ощущение, что перс у меня все равно типа недостаточно снаряженный. Не знаю почему. Честно говоря. Вот, но такое еще не присутствует. Так что да. Так что да. Вот, ну посмотрим. Пойдет. Вот, я, наверное, все-таки еще подумаю, кем будем в следующее прохождение Enderal стартовать, потому что я хочу пройти. Это интересно. Вот. Так, ну для начала сразу как раз таки я подумаю. Потому что вообще типа есть энтропия, достаточно прикольная штука. Существ других реальностей, хватает души. Смертельно магия энтропии. Вот. А что там по поводу прокачки? Ради интереса чекнуть.
А, ну, это элементалист, чудотворец, колдун. Взгляд энтропии меньше... А, ну да, они же за здоровье кастуются. Призванное оружие. Подожди, а призванное оружие тоже энтропия? Тогда? Так шикарно. Я хочу энтропистом быть. Секс. Значит, берем размах в сторону энтропии. Что ж. Вместо стриманы 137 жрет, блять. Жалко. Просто думал, может быть, я это поюзаю даже, ну ладно. Нет, так нет. Окей. Ну, короче, да. Я хочу определенно быть энтропистом. Мне это нравится. Вот. Ну, в принципе, если кто-то предложит какой-то еще и челлендж сюда же, я буду не против. Так, окаменевшего мы загирили. Здесь у меня все есть. Так. Это мне до хера веса добавит. 15 хп. 9. А, вот это я заберу. Мана у меня вообще полностью не упоролась. Да, этот ладно, еще соберу. Окей. Так, что у нас по докачке? 79, 82. Ну я хер сейчас столько соток найду. Скорее всего. Давай, конечно, сходим, посмотрим. Может быть, я реально лутаю, да, докачаем. А, очень навряд ли. Сейчас вроде день, как раз таки. Вот, ну я говорю, я навряд ли столько соток возьму, тем более они еще и, сука, стоят дорого. Вот. Это потом. Кофейную конфетку под кофе оставим. Просто еще дошек заваривается. Точнее, как он уже заварился. Просто я хочу конфетку еще попозже оставить, не потом. Так, ну, собственно, пойдем посмотрим, сколько сотки стоят. Так, легкая броня. 1100. Прекрасно. Если я напялю амулет. Легкая броня. 980. Неплохо. Здравствуйте, Неком. Здравствуйте. Так, чё? 2600. Пошли с банка все деньги снимем. И как бы да. Ну, надеюсь, Ксандра он сегодня еще тоже успеет. Вот. Я его обрадую, что все-таки энтропистом пойду. Ой. Что-то я уже потратился, конечно, но хуй с ним. 12 тысяч, я думаю, мне хватит на что-то по улучшениям. Должно хватить точно. Плюс можно еще всякий этот хлам продать. В принципе, почему бы нет. Световый хлам еще и стоит неплохо так. Прекрасно. Взяли харизму купить. Мне казалось, что оно у меня есть даже, на самом деле. Можно. Да, 7 штук. Да. В принципе, этим мы и займемся. Выжиманием уже остатков денег с игры. Так что да. Так, дай мне всю легкую броню. И забирай нахуй весь с этого хлам. Типа я продам даже, в принципе, вот это то, что мне как бы хотелось бы одеть, но у меня просто нечем это одеть.
Так, стоп, подожди, легкая броня легкой броней. Я ж еще хочу одноручку. Ну да, тут тоже сотки нужны, окей. Так. У тебя соток нет, окей. Make this light guide you. Звучит как будто это какой-нибудь индус. Немножко по-российски, конечно, прозвучало, но да. Так, одноручка, мастер. Забирай мой хлам. Все, деньги у тебя закончились, ну и хуй с тобой. Кстати, тут время стопится, когда я закупаюсь. Удобно. Ну, в плане зелька не тратится, пока я закупаюсь. Так, 5. Ну у него, скорее всего, уже не будет, да? Нет, одноручка есть, сотки. Так, давай все. Вот тебе кочевник. И вот тебе подкола. Сейчас выгребем еще немножко хлама со склада. Типа, мне этот хлам уже все равно не пригодится. Докачаться, why not? Вот это все можно выгрести. Выпс. Тоже зря забрал. Дохуя веса дает. Блять. Вон ману. Так, пойдем с него обратно деньги выгребем. И в кожаный товарищ пойдем. Да, и флоу сделать. 90. Так, и пошли дальше продавать. Так, да. Он не берет это, но... Ну и пусть с тобой, дядь. В принципе, мне больше особо-то ничего не надо. Пошли в кожаные товары. В принципе, что у него можно было купить, я купил. Так что хуй с ним. Ну, типа, деньги вытащить обратно, конечно, было бы неплохо, но... Есть. Так, ага. Сразу есть тогда про... тоже не берет это, ладно, жаль. Так, легкая броня. Сотки. И одноручка. Сотки. Готово. Че по итогу? 93, 134. Неплохо. 84 урона топора. В принципе, неплохо. Бля, я ж не заточился. Да хуй с ним, и так сойдет. И, ну не знаю, давай этому что ли бомжу... ну у него денег нет. Бабка навряд ли возьмет, но давай попробуем бабки гемы сдать. Где бабка? Вот бабка. Замаскировалась, блядь. Она возьмет, но у нее денег нет. Ой, хер. В принципе, тогда... Пошли еще тогда в товары, вот эти... которые вот это вот все говно будет брать. Этот весь хлам. Ну и короче, да. Выгребем все, что можно, и уже идем на выход. Ну скорее всего он же не продает обучалки. Ну ладно, хуй с ним. Все равно зайдем. Где? Нет, он что-то продает. 1000. Ой, блядь, у меня под окнами алкаши опять. Я сейчас понял, я, кстати, кольцо не использую почему-то. Так, нет, на базу. Блять, это нихуя не выгодно, я сейчас перезагружусь. Я, пожалуй, сейчас расчарую это кольцо, зачарование у меня вкачано.
въебемся туда. Walk all your heart could ever desire. Take a look. Ехай нахуй отсюда, даун, блять. Блять, сейчас, секунду. Чтобы вы понимали, я сейчас слышу ёбаный трек из колонки, которую, блять, везут на какой-то ебаной телеге. Какие-то дауны, блять, с детьми, сука! Ай, блять, кольцо нечего зачаровывать. Нет, кольца на зачарование вот возьмем. Серебряное. Сука, блядь. Ну же давно надо быть, чтобы еще и с детьми такую хуйню слушать. Пока ты идешь куда-то, блядь. Ну, судя по всему, они идут нахуй. Конечно же, естественно. А, блядь, мне деньги закончились опять. Я выкупаю у него еще 2 мастера легкой брони. У меня уже 6, неплохо. May his light guide you. 1600, ну давай еще одну хуйню возьму, ладно. Walk all your heart could ever desire. Take a look. Ай, блядь, какие же толпоебы, сука. А, у меня сотка, нихуя, не ожидал. Не ожидал, что я легкую броню в сотку загоню, окей. Не, я, конечно, могу сейчас заебаться. Остатки этого хлама все продать. Что его тут много. Нам что тоже падло. Пойдем просто зачаруемся. Там на зельке на зачарование, конечно, нет, скорее всего, не мало ли. Есть. 7%, прекрасно. А у меня камни-то есть? Великие есть, ладно. Блять. Ту ж хуйню надо было оставить. Все, пойдем зачаруемся. Да. Блять. Даже зельку ж надо въебать. Ща. Это убрать, это использовать. Так, кольцо разобрать. Кольцо зачаровать. 23. Прекрасно. Может еще денег хентеря? Не могу, жалко.
Можно еще вот так, в принципе, сделать. Все прекрасно. Так, колечко напялить. И талисман окаменевшего напялить. Повязать призрака. Атрибуты. 116. Прекрасно. Все шикарно. Так. Ну да, собственно, где уже по мейн-квесту. Все, тогда я все скидываю. Есть лишний хлам. Стрела у меня есть. Это нахуй, это нахуй. Нахуй, нахуй, нахуй. Так, здесь все, что надо. Допустим, водное дыхание, свет возьму, конечно, милость. Но все остальное мне нахуй не надо. Еду я все забрал. Одноручка, кстати, мастер есть. 95. В целом похер, можно вот так сделать просто сейчас. Посмотреть, что у меня там докачается. Чисто по приколу. Понятно. Это не докачается. Ничего у нас по итогу по статам. Ну, хоть и чуть-чуть я потратил свои очки обучения. Прекрасно. Всего понемножку. Ладно. Так, что, пошарашили. Солнце. Он я уже вижу. Уже вижу. Saira, it's good to see you. So, are you ready? The Grandmaster said by tonight Sharim should have deciphered the old maps. Угу. Ну да. Да, приступим. Alright then, let's wait until night. Поехали. Go on ahead, I'll follow. Есть пройдет событие, спасибо. Я такой вроде сам могу дойти, ну ладно. Prophetess, there's good Да. news. We were able to decipher the Starling's maps, and we now know where to find the City of a Thousand Floods. И где же? Sharim was just about to explain. Sharim? Yes. I suppose you already know that Vin hasn't always been like... Что-то с голосом опять все плохо. is now. In the time of the Pyreans, it was one Надо еще погромче. continent, which they called Pangora. Only the Starfall in the era of Azataron's madness split it apart. In other words, the Pyreans dominated the entire world as it was back then. It was a world empire. However, until recently, we always thought that the Empire's capital, the City of a Thousand Floods, was situated somewhere near where Kira is today. We were wrong about that. It was here, in Enderal. Here? Here, beneath our feet, to be precise. Under Ark? Yes. Прекрасно. We don't know whether it was a coincidence that Malfa's vassals set the foundation of Ark here, out of all the places they could have. But they did. The heart of the Pyrean Empire was here, right where we stand. Only it's buried now. Угу. Что, ну лишь отправляли экспедицию. Почему так не нашли ничего? Hardly.
Sadly, the Order never cared much for archaeology. We considered it a useless endeavor. And even if there had been private undertakings, the dangers such an expedition posed, let alone its costs, would have scared off most investors. But still, you're right. If the Order would have bothered, we could have saved ourselves a lot of trouble. However, it doesn't matter now. What matters is we now know where the last cleansing took place, and that it's somewhere we can reach. Значит, мы пидорасим в подгород. Но насколько глубокие раскопки мы будем производить? Они же идут годы. True, but there might be another way. Do you know the myth of the Black Guardian? The Endralians believe that there is some kind of demon deep down below the surface, and that you can even hear him scream if you just listen carefully. Rubbish, of course, but I think that these screams are the sound of wind. And if there's wind... There are tunnels. So are you suggesting that the Undercity's cavern reaches that deep? Into the City of Floods? into what is left of it. All we need to do is find an entrance point that can lead us down. Then we leave without further delay. There's no point in leading an army down there, so the four of us will go alone. Prophetess, speak to the Archmagister and tell him to give you the word of the dead and the container for the Numinos. We will need both. He's at the beacon. Okay. Shouldn't we at least think this through before we go? Ready your equipment. We'll meet at the gate to the Undercity. Интересно, как нас будут подгородцы встречать? Явно не с плюшками, не с хлебом с солью. А скорее а-ля, хули вы тут забыли, идите нахуй, дети. Дети, блять. Понятно, в общем. Пошлют они с лесом, скорее всего, но все же. Oh, aren't you... never mind. How can I help you? А где Верховный Магистр? He was. But he went to get... I have to admit that it's a great honor to finally meet you in person. You know, when all this started, when the Grand Master exalted you, I thought it was a sin. Granting an Outlander what we have to fight so hard for. But now... Phew! I think Malphas, or whoever sent you, that he did. We owe you a lot. Really. Ну, я делаю все, что в моих силах. And you're modest, too. Say... may I ask you something? Да? It. The beacon. Do you really think it'll work? I mean, I'm just a novice, but... if it can really banish the High Ones, how come the Pyreans couldn't save themselves? I just don't understand. Честно, я тоже не знаю, почему они не спаслись. Но не думаю, что у нас есть хоть какой-то выбор. You know, I lost someone not too long ago. It was the Naramis, under the command of that butcher Korik. My family has a small farm near the coast, and when the first of the Naramis ships landed, I immediately rode to them, to get them into the city, into safety. И что произошло? I'm sorry. This isn't easy. Our farm. It's on a small cliff near the farmer's coast. Just a few miles from Ark. I already had a bad feeling when I set out. And then I saw the smoke. And then there was that... smell. And... Понятно. Какой запах? Да ёб твою мать. Мозга реально тупой. the smell of burnt meat. It was everywhere. I rode faster and faster, and then, when I got to the house, I saw that it was on fire,
and that someone had put up 3 crosses, and they were burning too. My mother, my father, and my sister, they were still alive, you know? And I just stood there, and there was nothing I could do. Do you understand? Nothing. And it doesn't matter how I try to look at it. It all amounts to one thing. I was too weak. I was too late, and I was too weak. That wouldn't have happened to you, would it? You would... If I could just be more like you, then Your flesh. Yes, that's it. All I need is a piece of your flesh. And nothing like that will ever happen again. Стой, где стоишь. But why? Is that so hard to understand? I don't want much. Just a small piece of it. But you just don't want to share. Isn't that it? You want it all for yourself. Because you're vain. And in all your damn vanity, you don't even see the futility of the whole thing. The beacon won't burn. It never will. Thousands have tried it before you. Thousands who are as arrogant as you are. And they all failed. Кстати, пока я вспомнил. Because the light will burn you. It will devour you until there's nothing left of you. Nothing but burnt flesh. Nice and crisp. You're familiar with that, aren't you? Там опять Prophetess. My office. Yeah. We need to stop. Yeah. А чё они ёбу дали? Я не понял. Дядь. Ебень. Да. Нахуй я лутаю еще-то, блядь. Блядь. By the name of the sun. They were possessed. How is that possible? I thought the sigil stone protects us. Ну, похоже, нет. Что следующее? Насколько поврежден? Oh, of course. Wait. Oh, of course. Wait. Oh, the damage is within acceptable limits. Nothing we shouldn't be able to repair. But Okay. wait. What is that noise? Что он дымится начал? Мне это не нравится. Oh, by the righteous path. I think you should see this. Ебать. What in blazes happened here? And what is that noise? The Neramis. Там They пизда. are in the city. Their entire army. What? Там пизда. Здравствуйте, This is Александр. impossible. This is impossible! And this? What's the meaning of this bloodbath? I don't know, Grandmaster. The High Ones somehow were able to possess the Keepers here. They tried to destroy the beacon and kill the Prodigy. What? But the stone, we... Grandmaster, you to see this. What? That the Narimis are in the city? I know that already. No, we know how they did it. The true Chessa betrayed us. Тручаться? What? Nonsense. It's the truth. Это не она. She and almost a third of the Keepers followed Bartar's example. Come, you should hear it for yourself. I ordered that the temple gates be closed right away and positioned archers on the battlements. Ну хватит At least тупить. for now, none of these Neramis bastards will enter the temple. Пизда.
начинается. Серьезно, бабка нас предала все-таки, да? Где наши господа эти и дамы? Ну, кстати, Александра, могу тебя обрадовать. Я все-таки пойду. Full state, двигайтесь. Все-таки следующее прохождение я хочу пойти на на энтропию. Вот. Ты можешь каких-то приколов добавить. Понятно. Приколов в плане типа каких-то модификаторов сложности, ну сам понимаешь, короче. Вот. Но ближайшее пока что у нас запланировано как раз таки вот прохождение за счет этого. А чё, а где, а почему? Конец-то. Само нарушение. Да я не знаю, я увидел, как вот этот наш предатель ее использует. Мне что-то понравилось, что это все огненное дыхание и тому подобное. Плюс там есть само оружие, что неплохо. Tell us what happened. Of course, Grandmaster. I will. The Trichessa, she contacted Korak and asked for... Relax. She's bleeding to death, Grandmaster. We need to get her into the curarium. We will, once we're done. Continue. The Trichessa arranged a meeting with Korak. What did she want from him? A truce. She offered him the city. If he would promise not to harm anyone. She had this stone. You know, this sigil stone that protects us keepers from the High Ones. Korak, he agreed. Once the gates were open, he Он устроил резню. Everyone. Yes, the Trichessa, he just... Even though she kept her end of the bargain. Then they swarmed into the city and... Серьезно, все-таки. Oh, Malphus, Пиздец. I am so sorry. I'm so sorry. Take her to the Curarium. Yes, yes, of course, Grandmaster. Lirum, Yetta, bring me a stretcher. Wait. You have to forgive me. I mean, we only wanted the best. You have to believe me. Да, я вот буквально перед битвой с хранителями я выпил этот мечтоцвет 2, если чё, так что да. Please don't let me die as a pathless. Please. I forgive you. Now go. Yes. Yes, of course, Grandmaster. Это текстуры такие кривые, блин. Я понял. What are your orders, Grandmaster? We aren't many, but if we use cunning, we might be able to drive them back out of... We will not. We are no more than 6 up here, and the Narimes are thousands. And both our black powder and our boiling oil are in the barracks. Then it's over. We have lost. What? No! Nothing is over! They can't be that far into the city yet. We only have to drive them out of the gates and then... Выпустите меня. Я устрою резню нахуй. Cannons with sugar mint and shooting bowls of herbs at the Narimes? Great idea, really. You sodding! Quiet! Marajil and Sharim are right, Commander. Ark is lost. But our war against the High Ones isn't. The beacon still stands, and it will continue to do so as long as we hold the temple. We've lost the battle, yes, but not the war. All we need is the Numenors, and then the beacon will be lit.
Блять. And what then? I don't think Korak will withdraw once we've destroyed his vision of this ascent. Correct, he won't. Which is why we will surrender. What? It is the only way. As I said to the Chichesa before, this war is about more than just us. If we choose to give up now, or if we choose to fight and die down there, Korak will destroy the beacon either way and let the cleansing happen. We will prevent that at all costs. Which is why we will find the Numenors, light the beacon, and then surrender. But Korak will kill us all. Yes, he will. We will die, but there is no alternative. Korak isn't man enough to participate in the battle himself. So even if we were to break out and fight, all we would do is kill his delusional soldiers. And their deaths would be as pointless as this entire war. Once the High Ones are vanquished, we've done our duty. That's it. But no! We are warriors, and true warriors fight. You've said that. True warriors ask questions. Like the question, when does a battle for ideals become nothing more than a battle for vanity? Those soldiers down there, Commander, they are nothing more than butchers. But we are more than that. But I will not stop you. As soon as the beacon is lit, you're free to flee. But for now, you will hold this place at all costs while we search for the Numenors. Archmagister, do you have the word of the dead? I do, yes. How do you plan to get into the Undercity from here? The entire city is swarming with Korak's soldiers. Leave that to me. Commander Aaron, gather the remaining keepers and arcanists. I will address them. Нас уж не так уж и много на самом-то деле. You all know what has happened. We were betrayed by our own brothers and sisters. As we speak, people are dying, slaughtered by the Nerimes, who think we are their enemy. And I know what you are feeling right now. Anger. Anger aimed at those in our ranks who did this to us. But you're wrong. Despite their deed, they wanted to protect us, to fulfill their holy duty. And the same applies to Korak and his soldiers. Yes, they are deluded. Yes, they have committed crimes past redemption, but they, too, only did what they thought was right. If there is someone to blame in all this, it's the High Ones, and no one else. They, brothers and sisters, they are the ones responsible. They have no mind, no compassion, no soul, and their only reason for existing is to destroy. They are cowards who act out of the shadows and play us against each other like puppets on strings. And right now, they think they have won. They think they can defeat us. But they will fail, because we are still here. We have the beacon, the only thing capable of stopping all this madness, and that is exactly what we're going to do. After that, you are free to go. Flee, fight, do whatever you think is best. I myself will surrender, because every drop of blood spilled after we have done our duty and destroyed the High Ones is useless. And even if the Nerimes kill me, my death will be a sign. A sign that people like Korak will never understand. Hatred breeds hatred. This is what history has taught us.
And this is what makes the High Ones strong. Stand by me when the time comes, or go. But until then, fight. На самом деле, да, тут самое логичное будет сдаться. Даже если это будет просто бессмысленно. Я так понимаю, телепорты не работают, и резню мы устроить не сможем. Да-да. Follow me. We will talk in the Emporium. Что ж. Скорее всего, все-таки у нас здесь есть спуск какой-то в подгород. Так что да. А, я понял, он же тэпнулся. Прекрасно. Что ж, ну... Интересно, на самом деле, чем все-таки наше вот это очищение все закончится. Потому что выше там нам что-то тоже вкинули, что, мол, вот так и так вас просто ждет нахер. Интересненько. And there she goes. 4,000 years this city has stood. And now she is aflame. It is a tragedy. А как мы собираемся добраться до города? На улицах же не ринц. There is another way. I suppose you already know that the Order was never proud of the fact that something like the Undercity exists. And due to your dealings with the Relata, you also know that we, the Order, had an informal agreement with them. They rule the underground and we rule the surface. In reality, however, this is only half the truth. We never handed over the reins entirely. There is a Plan B in case things get out of control and the Undercity's inhabitants revolt, like they did once during the Blood Moon riots. План Б? Догадываюсь, что это может быть. Probably. I will make it short. There's a set of tunnels throughout the King's Mountain on which this temple was built, and they lead all the way down into the Undercity. They were built to release poison gas into the entire cave system. Если под город восстал, вы просто убили всех. It would have been an option. With the gates to the surface barred, no one would have survived. Что ж, план заключается в том, чтобы пробраться по этим тоннелям. Down and back up again, yes. The Nerimes do not know about these tunnels, and when they find out, it will be too late. We descend, we find the Numenors in the City of Floods, and we light the beacon. After that, you know what I will do. There is a way into the tunnels through the dungeons of this temple. Meet me and Sharim there once you're ready to depart. And bring your beloved with you. Prepare yourself. We will meet in the dungeon. На самом деле, я даже тут могу еще подготовиться все еще. Сколки ордена, часть 1. Что ж. Я все еще здесь по факту могу подготовиться, потому что сундук есть, торговцы в принципе есть, поспать где есть, то есть все есть. Фактически я могу спокойно сейчас еще дозакупаться там, продаваться и т.д. и т.п. Но я уже... Хотя... Сколько там... Да, блядь, не та кнопка. 95. Ну, типа пятерку докачивать я уже не хочу, поэтому похер. Потом пойдем, значит, тогда... Фу. В таком случае пойдем тогда за любовницей, за нашей. Галия, ты где? Prophetess, we will do what we can here, but Галия, тут пиздец, пойдем. Saira. Не слишком приятное зрелище, верно? No, and so unnecessary. Rampaging through the streets, slaughtering innocents, yet they still think they're doing the right thing. Sad, isn't it? Anyway, no point in worrying about it now, I guess. What did he say? How is he planning to get us down into the Undercity? В горе храма есть туннели.
предназначавшийся для того, чтобы подавать ядовитый газ под город, если там будет восстание. Ну, воспользуемся ими, чтобы спуститься. So a system designed for genocide turns out to be our path to salvation. If fate has anything, it is a sense of humor. Anyway, there is one thing I wanted to ask you before we set out. Да. If things happen as Aranthiel thinks they will you surrender to Quarak? Не знаю, если есть какой-то способ, я предпочту попытаться. I can relate to that. I'll go meet up with Sharim and the Grandmaster. I'll see you there. Что ж. Надо сейчас в мозгу у себя выключить пунктик по поводу лутания всего и вся, потому что мне нахер тоже ничего не надо. Единственное, что обидно, я мясника так и не собрал полного. Хотя, даже, ну-ка, сколько там нам книжек-то осталось мясника? Идем посмотрим. How long do you think the barriers will hold? They are the same as the ones the mages. Так, 5, 6, 7, 8, то есть и 10. But the city gates, nothing will get through there that we don't want. Что ж, ну я их все с собой возьму. Мало ли, все-таки мы найдем где-то по пути. Если я про них вспомню, конечно же. А вот, если мы найдем, будет неплохо. Нахер мне сейчас туниковара? Рецепт, но все же. Игра, просто не могу остановиться лутать все это говно. Окей. Надо буду еще всасывать только то, что на видном месте. Poison gas tunnels. There's one thing the Holy Order has always been. It's creative. My respect for that, Arinthio. They're here. One moment. Есть. Interesting. If I may ask, Grandmaster, how does that work? It's a sigil, and it can only be opened by one bearing the Grandmaster's sword. Follow me. Что ж, пойдем. А зачем здесь лестница вторая продублирована? Ебашьте? Чё? Чё встали-то? Вот, вот эти мне касты прям нравятся. Огонь вот такой охуевший просто. Вот. Это прикольно, единственная проблема, ты заденешь своего, скорее всего. Таким приколом. Чем всех своих заденешь нахер.
In case you were wondering, those three water gates up there contain the stars. Извините, стример долбоёб. In case you wondering, those three water gates up there contain the Starling machinery which releases the poison gas. As long as we do not open them, we can pass safely. Этот дебил решил упасть. Понятно. Где? Блядь, эти бомжи. Сука. Ага. Это ГМ подрублю. Чтобы не сдохнуть об киллзону здесь. Которая, вероятно, есть. Угу. Прикольно. Бля, чуть скрипты, походу, умерли маленько. Из-за этого моего рандомного падения вниз. Блять, виспы. Чё-то скрипты реально сдохли, походу. Алло. Прием, блять. Вам похер? Ой, я их вытащил с скриптов. Как из скриптов, из лагов. Я надеюсь, вытащил. Вытащил? Нет, им похуй. Прекрасно. Просто подождем, пока они сами войдут, окей. Да что это бред со скриптами. Может, тут мясник где-то есть? Там сундук я вижу. Химикум толстая кожа. Ну, я сейчас же сделаю это. Прям сейчас, да. Угу. Водичка. As long as we do not open them, we can pass safely through the tunnels. Mm-hmm. So this tunnel system. Только не падай, сука. I assume that a single exit into the Undercity wouldn't have sufficed to poison it all by itself, would it? No. There are a total of 8 exits, and we will be using the one that leads into the Crow district. According to Maragil, we should be able to find a suitable entrance point into the old depths from there. Рыбы выросли зато. Ну, пошарашили. Наконец-то все нормально, блядь. Да, он сразу нормально поворачивает сюда, а не куда-то ебашит в стену туда. Иди, воюй. Идите, воюйте. Я вот эту хуйню убью. Ебучие веспы. Зелька мало. Прекрасно. Камень, еще зелька. Ну, пойдем.
Enemies, get ready. There. Ебать, даже микро это словил. Этого мудака на ведре своем. Ебаном. Куда мы поднимаемся, если нам вниз, по идее, надо? И типа по высоте мы уже спустились. Улучшение жизни, 4-й ранг. Меч, шлем. Понятно. Типа разрабы реально думали, что я сейчас найду только меч? Эльфийский такой: ой, меч, все, это сюда, это вот я сейчас прям буду использовать. Или типа, или в чем смысл? Поглощение жизни, ладно, я понимаю, типа. Вполне может пригодиться 4-й Т4, типа тир 4. Но... шмотки? Серьезно? Типа. Хули с кулаками ебанутый. Ты же маг. Судя по звукам, там тоже резня, товарищи. Так что... Придется еще через... Нихуя ты. А где мы, блядь? Ранний квартал, не знаю, что это за место. Нахуй. Че не римцы? Прекрасно, пойдем устраивать резню. Что-то они толстые. Повесился. Они толстые, но они вообще не наносят урона. Это выглядит супер бесполезно, типа. Да, согласен, потеря времени. Is that so? And the radiant being which was Malthus turned away and extended its arms towards the sky. And thousands of light Мы можем ее успеть спасти? onto the wretched city, destroying everything. Не можем. Even the shack of Keteron. Like the bite of from you. That's all you got. Добьете? Я думаю, добьете. Let it go, Friar. They've already passed judgment. Ну и чё? Я опять скрипты сломал, блядь. Prophetess. Ну, Prophetess, блядь, иди и активируй дверь. This is the place. Sharim. Yes, take cover. Impressive. Ладно. Entropy. Lead the way, prophetess. You know what we are looking for. Окей, пойдем. Здорово, Рома. Привет, привет, привет. Да, вот. На финал Enderal идем. Советую тебе лучше это уйти. Если спланируешь Enderal проходить. Потому что сейчас будут спойлеры. Вот они стоят 3 в ряд. Так что, да.
Так что да. Вот, вообще я потихоньку, помаленьку, он с знакомым встретился. Сейчас перед стримом прогулялись там минут 30. Так что да. А ты как чё? Кого, зачем, почему? И главное, куда? Ну ладно. Оу. Ебать, я вовремя остановился, однако. Тут какой-то скрипт запустился. Шибашки приехал, понял. Ну, отдыхай, чё. Все-таки, может, у нас как-то получится в танке-то сориентироваться, да поиграть с тобой вместе. Я надеюсь. Так что да. Ну, в общем, если будет возможность, напиши. Там уже, я думаю, это... Как получится, так и получится. Понял. Ну, удачи тебе в стей-аут. В таком случае. Таки нужно воскресенье. Танки, ну окей. Оу, окей. Это было неожиданно. Saira, you look pale. It was the echo again, wasn't it? Ну, типа. Ну, тогда в субботу у меня, если получится, сделаем свою игру, а в воскресенье танчики придумаем. Отец по мне заспавнился. Да, это было видение, но... Как-то по-другому, сильнее, что ли. Stronger. That might be because we're getting closer to where the last cleansing happened. If we just follow the visions, they might lead us directly to the temple, and thus to their version of the beacon. Угу. Интересная мысль. Скелеты. The High Ones, they're trying to prevent us from reaching the temple. Вот этими бомжами они пытаются остановить нас, серьезно. Понадобится что-то поопаснее, чем пара полумертвых скелетов. Окей. Говорили этих. Тут чё? Тут ни хера. Понял. Угу. Здрасте. Я просто могу постоять на лестнице и покритовать. Не, нахер. Топор. Я лучше буду ходить с факелом и ножиком. Как-то поудобней. Пакетик. Город 1000 разлил. Серьезно уже? Окей, я думал дольше спускаться и идти куда-то. Окей. FPS умер. Походу локация большая. Уф. And dangerous. Come, we need to get down there. He has betrayed us! Jakal opened the gates and now they're killing everyone! The temple! Retreat to the temple! You had a choice, and you've chosen ignorance. Now pay the price. Я опять же маханула. What did you see? Периодичностью. Кто-то тоже их предал и помог этому Джакалу попасть в их город. Похоже, его мотивы были близки. Парень. What? Yes. All that we have done so far is almost identical to how things went for the Pyreans. We are still part of the pattern. But does that mean everything we have achieved hasn't made any difference at all? That we found the black stones,
The ancient starlings. All that the prophet has seen is that someone betrayed the Pyreans too, and that this jackal was deluded as this fool Koarek. We knew that already. We are the first to be so close to lighting the beacon. I can feel it. Верны за ним следуем, ну ладно. Что-то... Это спидов... Чё за хуйня? Назначение скорости умерло. Да, у меня значение скорости умерло. Поздравляю. Теперь я ношусь как последняя хуйня. Остановилась? Вроде да. Ну двигайся, ёб твою мать. Ебать там спускаться. Спрыгнуть можно, прекрасно. Ха! И сразу степнулись. Нихуя ты. Да, фепсы просели опять. Прекрасно. А чё они тут все вот в таких местах умерли? Интересных. Нет, скорость так и та же осталась. Скорость сбилась все-таки маленько. О, это печально. By Malphus, all these corpses. How can they still be here? They should have decayed long ago. Good question. Скорее всего, они законсервировались благодаря огню. It looks like magic to me. Look at how gray their skin is. Like ashes. The cleansing. It must have done this to them. What we see here, it must have been their final moments before the High Ones devoured them. Бля, если будет интересный твист, если мы сейчас здесь маяк найдем. Ну, светоч, что есть. Это будет интересный твист, что они все сюда бежали, но при этом они закрывались отсюда руками. То есть отсюда шло, оттуда шло сюда вот. На нас, грубо говоря, и типа. Будет интересный твист, если здесь сейчас будет светоч. А где мои бомжи? Господа, пойдем. А, о. I suppose we have company. You are impressive, you know that? Everything around you is falling apart, yet you refuse to give up. Tell us, Serapio, what makes you keep going? Are you trying to manipulate me? If so, save your breath and fight instead. Oh my, so grim. How nice it would be if everything could just be killed, wouldn't it? Even the past. Tell us, do your companions know the truth about you? All of it? Let's go. This is pointless. Pointless? You wound us. All we want is to help them understand. Ну да. Just look at them. How clueless they are. Все-таки они и есть. Are you deaf? Shut up. Your games don't work on me. We'll take that as a no. But there has to be a way. Not here in Inodan, Tior. We could hide the pregnancy, but a living child? A light-born and a mortal. It's blasphemy. As ridiculous as that may sound coming from my mouth. Ренталь хорош. Flee with him, you know. Take him somewhere where no one will find you. What?
Erlander, that... no. They would recognize us for who we are. Not if we took precautions. But even if they did, no one would dare oppose a Lightborn. No one. Dear Lord, please, don't let him grow up without a father. He will be special, I can feel it, and he will need you. С этим ребенком кажусь я. But, no, I can't. The Council, Erlander. You know what they said about me. They want to do it. You mean the exaltation? I can't believe you just said that. This is about a child, Teolor. Our child. Yes, our child. Why don't you tell me another 1,000 times? I have Stop obligations, this! damn it. And you should know that better than anyone else. You know how hard I worked, Erlander. And now you want me to give it all up? For this thing? Teolor, how? I just don't know what to say. Being a seraph, it's a title by the name of the sun. A title. How can that possibly be more important to you than... Oh, I just can't believe it. I just can't believe it. Of course you can't. You've never known what it means to have to fight for something. We will give him away to one of your servants. It is better that way, for him and for us. What would have happened if you had been there for your son, I wonder? Would he have ever started to blame the gods for this deep hatred lurking inside him? You made your son into what he became, and all because the promotion was more important to you than your own flesh and blood. You will fail here, don't you see, Butcher? Because losing is what you not the Я понял, так может диалоги скипать? So remember you as a protector of the gods already. Gosh, that's a lot of them. What are your orders, Grandmaster? А, ебать! Так, до свидания, вы жирные. Так вы жирные, так до свидания, ебать. Это чё за нахуй? Сука, эти жирные еще и полезные. Я понял. Значит, устроить резню, да? Что ж, подходите, ебать. Похуй на все. А, то есть не все на меня. Прекрасно. И этих мы перегасили. Ну нет. Юслан вроде без ебала, вроде жив. Все. That was all of them. Quickly. To the gate. Garage. It's locked. What do we do? Чё мне там? Нормально. We will break it open. Do you see the ballista up there? Keep a Sakarish. You. Wait. Do you feel that? Yes. By the name of the sun. Дракон, ебать. Блять. Вот надо было сюда подойти.
Че, опять сон ебанутого? Опять папочка, который уже вроде как съебался. Нет, жив. Yes. Yes, that is good. Stay with us. Чё произошло? You were hit by a piece of debris, but we are safe, at least for the moment. Дракон? Где сейчас дракон? Тут был дракон. Хули ты говоришь, чё с липсинком? His attack brought down the entire facade, but it also cut him off from us. You will not be able to get inside here. Что скорее? The building came down on top of her. There was nothing we could do. В смысле, I блядь? know how close you were. I'm sorry. Мы должны ее найти. Yes, and we will. But to do that, we need to find another way out of this place. So, no matter what else we do, we first have to go deeper into the temple. Что нам теперь делать? We finished it. That arrogant display of the High Ones was a bluff. They are afraid of us, and this puppet show out there was their last trump card. But they have failed. All that matters now is that we summon the High One and take the Numinos from him. Then it is... Thank the gods, your injuries are only superficial. Just try to keep up. В смысле, блядь, колею придавила, сука! Ну какого ж хуя? Не могли колею вот так тупо слить. Ну не могли. Не-не-не-не, хуйня. Не могли так колею тупо слить. Я понял, как это сделать. Мне в шум дал поебал. Я понял, как скорость уебывать. Чтобы она постоянно оставалась высокой, окей. Удобненько. Но, скорее всего, в таких скриптах, где меня самому насильно уводят, мне просто оно сломается само, собьется. Да, я стал еще быстрее. Сейвлоуд это теряет, так что да. Ну, считайте, что я владел стойкой в совершенстве. Левелап, ебать. Спасибо. Считайте, что я владел стойкой в совершенстве. Теперь я ношусь по карте как угорелый. No fights. The beacon is all that matters. Understood? They must not harm it. Светоч, блядь. Ну да. То есть все-таки это все из-за Светоча у них произошло тут. Здрасте. Старый меч. Тусклый камень. Тусклый камень. Ну да. Либо у них не было центра, либо я хуй его знает. Камень. Старый меч. Три камня, старый меч. Somehow you must recall the moment when the last cleansing happened. If Yaela's theory is right, this is the only way to get our hands on something close to a physical form of a High One. И как это сделать? Я не могу контролировать эхо. No, but maybe you can somehow lure it.
According to all that you have told me so far, the echo seems to react to things or situations connected to the cycle. Take a look around and see if you can find something. Окей, дайте мне время. All right. He has betrayed us! Jakal opened the gates and now they're killing everyone! Ну да, я ж не шевелюсь в этом. Ебать, мне еще скорость бустанули. It was almost as if the beacon longed for the stones. They are the Ебать, я key. летаю. I feel it. Я реально летаю. Окей, нашли забавный глич. They are similar to magic, or the Вот, я power летаю. responsible for the tides. They are pure energy. Прекрасно. Так. The core of this sickness is in people's heads. It is a way of thinking. But you will never understand that, High Priest. Will you? 4 из 5, а где 5? А, вот этот камень. The beacon was created to banish the High Ones from existence. But to do that, we need something from them. Что-то от них взамен, что? That is it. That is the memory. Quickly now, Sharon. Use the word of the dead. Сейчас должно резко закончиться. By the name of the sun. Is that? A high one. We have made it. Ебать психодел. Прикольно. How are you feeling, prophetess? Luring the echo like that, it must have strained you. Да я охуел. Я вроде в порядке. Ты место кажется таким странным. It does, indeed. We are in the consciousness of a past civilization. Do you see that up there? Yaela was right after all. This is our Numinars, the essence of a High One. Извлеките Нуминус. Да. Ну что-то на каких спидах я мотаюсь тут. А как? Unbelievable. I have done it. In spite of everything. Разве выше не чувствуешь, что он здесь? Почему он ничего не предпринимает? We are in his thoughts. What could you do against that? Time does not exist here. At least not as we know it. И как мы заберем сущность из сосуда? We will see about that. Maybe that question will answer itself. Sharon, do it. Carry the container to the essence. Двигаться нельзя As you command, прекрасно. Arethiel. Сейчас раскроется, что он предатель. What is it? What are you waiting for? Tell me, Arethiel. Back in the ruins, when the High Ones showed you that memory, it was the first time I saw you express real agitation. Not anger, but agitation. What you did to your son. Do you regret it, I wonder?
That you abandoned him in exchange for prestige and power. What? I don't think you do. What got to you was being reminded of your own failure. Regret. You don't know that feeling. You never have. Not even after Kira. Child, what are you? I hired the mercenaries with Khalim. I helped him kill Lashari. And I let the Neramis into the city. And still, you don't have the slightest idea who I am, do you? Why, you were there. The night of 1,000 fires. Yes, I survived your massacre, one of only a few. Then you did not follow my son because you shared his ideals. You did it to get to me. What for, Yusna? Justice? Justice. А этого можно было I'm избежать done вообще-то. with this world, Arenthio. I have been for a long time now. The only reason why I'm still here is a promise I made to someone. The promise that one day, I will be the one who takes everything from you. Yusna, this is madness. Бля, Юслан, изнасилую, делай, что хочешь, отдай мне сущность, ёбана. World, not just me. If you want my death, why not just wait, damn it? Once we have lit the beacon, Korek will kill me. That way, all those innocent lives will be... Please just shut up! You take me for such a fool? As if there's anything in this world you would want more than to die a martyr! Tealor Arenthio, conqueror of the High Ones, savior of mankind. You like the sound of that, don't you? You like it so much. You know, at first, I was so frustrated with all the setbacks. When the Prophetess saved Lashari's research in Alt-Rashan, and when Koarek's first attack on the city didn't succeed. Сделай немножко кинематографичнее картинку. This would be so much more gratifying than anything else I could do to you. Your final attempt, and so close to your target, only to fail by my hand. You asked me once what my daughter's name was. Do you remember? Yes, I beg you, please. Lena. Her name was Lena. Взял, умер, блядь. И сущность спиздил. Прекрасно. You fool. Miserable, selfish fool! You killed us all! Impressive, Arenthio. You really were close. A shame that you were too preoccupied with yourself to see it coming. А я это знал. Beast! You damn beast! He was possessed from the start! Oh no, Arenthio. I'm afraid that is only half true. We reap, but you sowed. Of course we possessed him, but you did all the heavy lifting back in Kira, when you gave the order to massacre everyone dear to him, including his wife and his poor daughter. And so, it is a happy ending after all, isn't it? Without the Merinos, you have nothing to use the beacon's power on. And the only thing it is good for now is the destruction of your own beloved city. It will be a feast, and there will be nothing left of you once we've devoured you, nothing but cold, gray flesh. It is just as we said. You have failed as you always have done.
What is it, Aranthio? Lost your tongue? No. No. I have not. Not at all. You have just presented me with a solution. Are you deaf? There is no solution. The cleansing will happen, and you will all die. Yes. Yes, we will. Your Messiah, the citizens of the city, the armies, we will all burn like the sun. And then it will be over. You're fantasizing, Aranthio. Without... Not this time. То есть мирного решения не будет. Что ты придумал, ебанутый? Here we must go our separate ways. Believe me, I wish it were otherwise. But in your condition, you would just be a burden. Ты чё придумал, ебанутый? I'm sorry. Чё ты задумал, блядь? The High Ones are right. We cannot use the beacon to banish them anymore. But do you remember what the Archmagister said? Without the Numinos, the beacon's energy would burst out without direction. То есть ты пример вокруг себя, блядь, не видишь, что произойдет? Cause a massive explosion, yes. And that is the only thing we can do for mankind now. Koarek was and is essential to the High One's plan. Whatever shape the actual cleansing takes, he wants to make sure it will happen. And we, Prophetess, we may have failed in breaking the cycle for ourselves, but not for the others. The other people of this world, Arazial, Kira, Kile, they're affected by the cycle as much as Enderal. And I know that there must be people like us. People who have had the same dreams and feel what is about to happen. And if we kill Koarek and his armies, we buy these people time. Time to gather knowledge. Time to build a new beacon. And time to light it themselves. Ты хочешь ебануть город, люди? Those whom the Narimes have not yet massacred anyway, you mean? They will die, as you and I will. But they will do so for mankind's salvation. And this is something worth dying for. It is the only way, don't you see? Either we die here, rotting with the Pyreans, or we choose to give our death meaning by at least stopping this fanatic Koarek and his armies. The High Ones are a lot weaker than they pretend to be. I feel it. We were so close to destroying them. And I have faith in the others out there who will fight them. They will succeed where this scum Sharim made us fail. Блять, мы не можем приговорить, блять, весь Enderal, ты ебанутый? В конце концов, мы не знаем силу, насколько он их ебанет. Эти люди верят в тебя, в конце-то концов. So, a shepherd cannot decide the fate of his sheep. What is this really about, Prophetess? Your life? The life of this woman who is so dear to you? Now is not the time for arrogance and selfishness. All of this is about more than just us. That you fail to see this disappoints me, Prophetess. I thought better of you than that. But it does not matter anymore. I've made my choice. I'm sorry. Да коли хоть за шкирку текать нахуй. Здрасте, блять. Ты хули тут забыла?
Бесплотный. Весь в ахуе, в крови. Enter the mind of a high one? I hope you're joking. This was their last stand. They are afraid of us. I feel it. You've killed us! You've killed us all! You have just shown me the solution. То есть, все это все-таки уже происходило? Абсолютно все это. Прекрасно. Причем по абсолютно тому же сценарию. Судя по всему. По абсолютно тому же сценарию. Замечательно. Невъебенно. Что-то... Ой, блядь, чуть не умер. Это напоминает второй Mass Effect. Дико мне это напоминает второй Mass Effect. Концовочку. No, this is impossible. Здрасте. Что это за место и хули ты тут делаешь и кто ты вообще? Why are you here? Be gone, Phantom. Be gone and leave me to my slumber. В смысле? Что это значит? Then this isn't a dream. You really are here. But why? The prophet dies when the emperor leaves him. This is the course of the game. It has always been so. Всегда так было. Explain yourself. How did you find this place? And why do you still exist? Женщина под вуалью, она вылечила меня и открыла портал. Вероятно. But why? She does not have a mind. She does not have feelings. So why should she do this? But still you speak the truth. I can feel it. Then could it really be that the unlikeliest of all eventualities has become reality and brought you here? Самого вероятного из всех возможностей? То есть то, что я здесь, совпадение? Coincidence or caprice, I do not know. The veiled woman cannot be understood. О чем ты говоришь? Кто-то или что-то? I am sorry. It's been too long since I've spoken to anyone. I have had many names. The Akarians called me the God of Death. The Moonskin people, the Warden of Dreams. The Pyreans, the Demon of the Deep. For your people I am, or was, the Black Guardian. Pompous names, I know. However, I am none of these, neither god nor demon. I am only an eye, condemned to observe again and again. Знаешь, перийцев. Сколько ж тебе лет? As you measure time, older than your most daring chronicles go back, by far.
have seen them all, since our people fell. Every civilization, every cleansing, every turn of the cycle. Получается, ты как-то пережил очищение своей цивилизации. Ты один из древних звездников? What? No. The Starlings came long after me. I was only a fool who wanted to save his own skin at any cost. I knew the cleansing would come. I had known it long before the Red Madness and the war started. But I also knew that fighting it as my people did, and as most do, was pointless. So I looked for another way to prevail. And I found it. What you see here is the result. The Goliath. As I like to call it back then. Мне кажется, что Голиафа найдется Давид. Так что... Выходит, ты собирался пережить свою собственную цивилизацию? Зачем? Жить в мертвом мире? No. Joining the Goliath meant immortality. All I had to do was sleep and awaken once more when the cycle started again, and new life came forth. Except that this new life would not have been defenseless. I would have been a true god to them. One capable of protecting them from the High Ones. No imaginary figure like the Creator. No false gods like the Lightborn were, to speak in your language. Но твой план сработал. Ты построил эту машину, стал ей и пережил очищение. As the only one of my people, yes. But it happened faster than it should have. And when the cleansing occurred, the Goliath was not yet finished. And as the Emperor unleashed the light, I had no choice but to complete the joining too early. A fatal error, as it turned out. I did survive, yes. But I am trapped inside this unfinished machine. And ever since then, all I can do is watch. Again and again. То есть ты можешь только наблюдать. Мы же на глубине нескольких тысяч лиг, разве нет? Yes. But a part of the Goliath is the eye. It allows me to see what happens on the surface everywhere. Not as literal as you imagine, of course. I see schemes, feel emotions, similar to your gift, to the Echo. But they are enough to understand. Чисто для ясности. Ты здесь с тех пор, пока высшие поглотили твой народ? Yes. It was not how I planned it. The Goliath in its final form was meant to be divine, a synthesis of man and steel. But I overestimated myself, and I acted too quickly, driven by fear. Мы все еще не переиграли. Поглотят нас Всевышний или нет, зависит от того, что произойдет, когда Ренталь. Я впервые прочитал его имя, блядь. Всю игру. Ренталь взорвет ли свет? Что произойдет, когда он взорвет светоч? No, you do not understand. You are stumbling through the fog, even now that it is almost over. By themselves, the High Ones are not the problem. If we would just see them as they really are, they would become powerless. Бессильно? Yes. It is hard to put into words. I myself do not know everything about the High Ones. Only that they are part of something we call the cycle.
a civilization arises and blossoms, and then, always at the same stage of their development, the High Ones appear, and with them, the Red Madness. People start losing their minds, wars erupt, and chaos rules, until 2 or 3 years later, the cleansing happens. The moment when the High Ones devour the collective consciousness, the gathered minds of this civilization, to give birth to a new one of their own. Despite all of this, nobody knows what drives them. Perhaps they act out of malice, out of an urge to survive, or perhaps they do not even have a will of their own, but are like a force of nature. But I do know one thing, as powerful as they might be, it is mankind who gives them that power. We make them into what they are, because what nobody understands is simply this. The High Ones feed on what humanity has the most of, their ego, greed, pride, fear, and their everlasting search for an enemy that was responsible for all their misery. It is those traits the High Ones make use of. These characteristics are what make us human. And by themselves, they are harmless. Only when we bury them, when we deny them, then they play into the High One's hands. So why is this, you ask? It is simple. The High Ones alone cannot make the cleansing happen. Only a human can. With the beacon, my knowledge about it is as limited as my knowledge about the cycle. It has existed since the beginning of time, and despite what you might now believe, the ancient writings about it are true. Lit by the ones who carry the Numenos, it can banish the High Ones once and for all. But it can also destroy us. Because what happens when it is lit without a core is far more than an explosion. It is the cleansing, the triumph of the High Ones. And even as we speak, a human, Tialor Orinthiol, has done it again. A bright light will appear from the heart of the machine and open a hole in the sky. And within hours, it will spread throughout the world, and they will all feel it. A fire that burns them from within. A white light which will break through their flesh. Do you understand now? The High Ones have no power. All they do is to feed on our weaknesses, manipulate us into bringing about our own destruction. It is we who forge the sword that kills us, we who lead them to their victory, even though the key to salvation has always been in our hands. But instead of realizing our folly, we make the same mistake. We repeat the same fate over and over, and only because we refuse to see the truth. Yes, the High Ones are our enemy, but who wants to hear that it is our ego, that dark voice within us, that empowers them? It is so ironic. The moment we would realize all this would be the moment it all came to an end. But we do not. Пиздец. They reap, we sow. Dreams, thoughts, visions, they are everywhere, but the principle is always the same. They throw a tainted seed into a fertile ground. The rest happens by itself.
Пиздец. Так, ты говоришь, что без нашей помощи Всевышние были бы бессильны? Ничего не произошло бы? Just think for a moment. When did the High Ones ever do anything other than manipulate you? Did they ever physically influence any events? They incited the Naramis to march against you, and time and again confirmed the righteousness of both your causes. All they told you, all they showed you, was what you wanted to hear, and what you wanted to see. And yes, if you, Teolor Rentheal, his order, and the Naramis had never acted, the cleansing would never have happened. До всего этого нет никакой причины, серьезно. Maybe there is, but if so, I do not know it. But the more turns of the cycle I witness, the more I get the impression that it is some kind of trial. A cosmic game woven by powers we have not even come close to comprehending. Maybe this is just wishful thinking, to give all this pain a meaning when it does not have one. Maybe the High Ones are simply a law of nature, a concept, and we give birth to them by believing there is such a thing as an ultimate external enemy in the first place. The eternal struggle with ourselves. Perhaps that is just part of what it means to exist. Пиздец. Кажется, все, что я могу сказать. Получается, что... Антель, что начал ощущение, писал смертный приговор всему человечеству. Like 1,000 others before him, the High Ones knew exactly what they had to do to get him to commit this last act of desperation. They played him with his weaknesses and fears, like a figure on a chessboard. And the saddest part is that until the very end, he will believe that he has done something good. That was his greatest fear, yes. To be remembered as a failure, a broken man. That was the stream the High Ones manipulated him from the moment he died, after attempting to flee from his prison on Narim. То есть, что? Он мертв? The real Arinthial. He is dead, prophetess. He is a fleshless one of the mightiest tools of the High Ones. Just as you are. Прекрасно. Тогда что же я? Иллюзия? I wish it were. The methods of how the High Ones influence us are plentiful. And the red madness and their ability to enter our dreams are not their only means. Their mightiest tool is the creation of projections, fleshless ones, or emissaries, as they are also called. If a person dies, and if this person has one last unfulfilled wish, a compulsion, then the High Ones have the power to create a projection of him, an immaterial image of the deceased, which thinks itself real and is perceived as such. What no one notices, not even the projection itself, are two things. Firstly, it is driven by this last unfulfilled desire.
secondly, it becomes an idealized version of its former self, almost tailor-made to free itself from the last compulsion, that ultimate scourge. The daughters of fishermen become warriors, broken generals become charismatic and driven leaders who seem almost too determined to be real. You are one of these projections, as are all of the emissaries. You are a fleshless one, a spirit searching for liberation from something. I do not know your past before you came to this land, because before you became the prophetess, you were insignificant. But what happened to you and your friend on that ship? You never survived it. You drowned in the Red Sea, and in that very moment, the High Ones entered your mind and made you into what you are today. And other than myself, the High Ones knew your compulsion, knew the desire that drove you. Whatever it was, it made you predictable, and it allowed them to play you, just as they played Arinthiel and Korak. Do you see it now? Every dream the High Ones sent you, every time they appeared to you, they all had but a single purpose: to feed your self-image, to push you in a certain direction. They wanted you to play the game for their purposes, and they succeeded. You read the echo of the future, as other prophets did before you. You helped Arinthiel reconstruct the beacon, and led him to the Numinos. When he saw that it would be taken away from him at the very last instant, his fear of failure led him into doing what he did. You are not to blame, prophetess. You did what countless others did before you, and you did it because you thought it was the right thing to do. Only one thing is different. In all the time I have been here, never before did a projection realize its own nature. You were meant to dissolve like the rest of mankind. Yet, here you stand, and I tell you the truth. This was never meant to happen. То есть Светоч был ловушкой с самого начала? No, it is as I said. For as long as the cycle has existed, so has the beacon. It is an element of the game, and it has the power to end it, whether in favor of the High Ones, or in favor of mankind. Yet for as long as I have been trapped here, the latter has never happened. Как же звездники? Они же выбрались из цикла. Разве нет? The Starlings, in their time, were called the Yalam Rashe. And yes, they manipulated the game in their favor. Their goals were similar to mine when I created the Goliath. They were a small circle of highly intelligent craftsmen and mages. And just like myself, they did not think the cycle could be won by the beacon alone. So by unknown means, they fled into the sky and created something that protected their city from the cleansing. Но что произошло с ним? Действительно предки наших звездников? Yes, but knowledge about their history is sparse, since the Star City was almost beyond the reach of my eye. But I know that its first centuries were glorious. The Yalam Rashe lived in harmony, and their society was the pinnacle of all that mankind could be.
With time, however, their population grew. They became too numerous for their small city, and so they invented their golden rules, which were supposed to control their growth. Having children was regulated now, and those who were found guilty of a crime were punished heavily. The worst sentence was being exiled. The convicted were robbed of their memories and sent back to Earth. This is where the starlings of your world come from, do you see? And this is why they all feel this longing to return to a far distant place in the stars. It is an ancestral memory. Это много объясняет. Но что с ним произошло? Город опустел. I do not know. As I said, my knowledge about the starlings was always limited. All I do know is that one day they were gone. I could not feel them anymore. By that time, their society had become but a shadow of what it once was. But whether they destroyed themselves or left for someplace else, I will never find out. Получается, высшие заставили меня восстановить светоч, не так ли? Они хотели это? They gave you impulses, nudges in the right direction. Those who know a person's past know which strings to pull. The starlings, in their time, were called Я случайно. And yes, they manipulated the game in their Пиздец, favor. однако. Their goals were similar to mine when I created the Goliath. They were a small circle of highly Самая проблема в том, что я скипнуть не могу. And just like myself, they did not think the cycle could be won by the beacon alone. So by unknown means. Так, ну чё могу сказать? Мягко скажем, пиздец. Однако. То есть мы все-таки тень того человека, которым мы изначально были. Но какая же мысль нас до сих пор тянет к жизни? Та единственная мысль. В Арантеле, допустим, победа над Всевышним, допустим даже. Что же у нас? Побег в более спокойное место, но это немножко не то вроде. Ладно. Интересно, однако. Какая же мысль тянет нас, и что это за мадам? Все-таки. Что даже страж ничего не знает об этом. Может, всему этому есть причина? Может быть, мы все-таки можем остановить ощущение? Oh, stop it. No, it is too late for that. By the name of the sun. It is so ironic that the veiled woman did not lead you here earlier. It is over, prophetess. You are strong. But regardless of how long your power can protect you from the light of the cleansing, eventually you will dissolve too. Even if... Wait. No. Maybe. Maybe you are right. Maybe there is a way. Интересненько. Все-таки есть выход. Но я просто думаю, если мы въебали нечистоцвет, он нам позволяет наладить более адекватную связь с другими измерениями, собственно говоря, магии. То есть, возможно,
мы сможем найти другое измерение, в котором все не пошло по пизде. I don't know. Не знаю. Ладно, посмотрим. Покажи выход. No, it would be pointless. Похуй, давай, чё, рассказывай, давай. Forgive me, I have to think. Yes, there could be a way. What I told you is true. Here on Earth you would not survive the cleansing. But there is one place where you could. Я тоже об нем подумал. City. I know that you brought something back from your journey there. The escape pods. And I know that they can also take you back there. For I have seen the Yalam Rashe, the ancient starlings, do so. Whatever has protected the city over all these millennia, it would protect you too. Yes, you could survive it. By the face of time, you could. Ты хочешь предложить побег? Зачем? Это же не остановит очищение. Ну хотя я смогу попасть на следующий цикл и там уже постараться сделать что-то. No, it would not. But that is irrelevant. You are fleshless, a projection. And just like me, time cannot touch you. Age cannot kill you. And thus you could succeed where I have failed. Прекрасно. You could wait for the cleansing to be over. And then create a new humanity. Кому в твоих грязах? Я вот тоже думаю, что типа да, если верить ему, но ему, мне кажется, верить не совсем стоит. И вроде как бы он был искренен после вот этой встречи с семьей. Не, в конце концов, даже я еще могу сказать так. Я теперь понимаю, почему мы не могли рассказать о том, что... Он вполне динамично. Ну да, он очистил мечтасвет, но я-то въебал еще не очищенный. Короче, я что хотел сказать-то? Мы не могли рассказать о его предательстве просто... Потому что у нас другая цель, и его предательство ничего не меняет. Потому что в любом случае он должен был предать нас. Этот сценарий. Так что, в принципе, если смотреть так, это становится логично. Создать что? Create a new humanity. It is only a matter of time until the new turn of the cycle starts. New life will come forth. First, simple life, then human. And just like the civilizations before them, they will also fall victim to the High Ones, because they will have the same weaknesses as we do. But not with your help. You could be a god to them. You could guide their ascent. You could shape a mankind free of egos and weaknesses. And by doing so, you would deprive the High Ones of their power. Just imagine, in this new world, there would be no need for a beacon, because the High Ones simply would not have any strings to pull on. Mankind will defeat them by becoming superior. Если честно, то я не удивлен, что Лав не понял все-таки вот этого момента, что все идет по сценарию. Вот, потому что, как минимум,
Александра, скорее всего, ты не подсказывал ему так, как мне. Вот, потому что ему ты подсказываешь, насколько я замечаю, более аккуратно как-то. Вот. Мне же наоборот похер преимущественно на аккуратность. Мне интересно именно до самой сути либо самому дойти, либо уже узнать потом. Вот, так что, возможно, в этом дело тоже. Так что да, ну, интересно, однако, все-таки в любом случае. Там машины меня вообще пытались убить в Звездном городе. Как я там выжил? Yes, because that old starling did harm to the city by trying to destroy a crystal. That awoke the Guardians. But they are asleep now. I can feel it. You would be safe. Believe me. Ну да, но опять же, они ж не могут постоянно креатить бесплотных. Но с другой стороны, я теперь понимаю, почему я встречаю... Сейчас один пидорас там проедет. Теперь я понимаю, почему я встречаю на каждом первом аванпосте одних и тех же бомжей. Причем тика в тику, и внешность, и гир, и шмот, и дроп. Все едино. То есть мы тут можем или согласиться, или отказаться. Мне, конечно, это не совсем нравится, но, вероятно, ты прав. Может быть, новое начало все изменит. It means a lot to me to hear you say that. What is important now is that we act quickly. The cleansing is already happening, and you will not have much time left to flee. You must go through the portal and then back to the temple. Then you have to activate the pods, and the rest will happen automatically. When all this is over, I will try to reach out to you. Ну да. Еще ты говорил, что можешь видеть, что происходит в мире. Что с Кали? Она действительно мертва? Бля. I'm sorry, but this is one more reason why you have to do the right thing. Please, make her death matter. Ну, в этом и интерес тоже. Блять. Я-то думал, Кали там, я не знаю, погибнет на защите города, допустим, рейдж-мод въебав свой. Либо же на подпитке кристалла, чтобы включить такие очищения, но... Блять, ну... Ее тупо придавило, блядь. Ну обидно, ну пиздец. Ну камон. Какой прекрасный персонаж и типа... Все потеряно. Так, хорошо, так и поступим. Тогда мне сейчас надо вернуться в храм. Yes, and hurry. You will feel the light as soon as you are back on the surface. And given time, it will consume you. But you will succeed. I feel it. Ладно, надо обратно возвращаться вперед. There is one more thing I need to ask of you, however. One final request. Последняя просьба. I want you to shut me down. Отключить? Убить тебя? Yes. I want to finally rest. Please do not try to convince me to do otherwise. All that. I do not want to be a part of it any longer. I have not wanted to for a long, long time.
front of you. That was how I connected myself to the Goliath. It will cut the connection as well. Do it, and then go. Go and fulfill your fate. Thank you. Forgive me. The two of us will now exchange places. I am sorry for the deception, and if there were another way, I would not do this. Even though you made the right choice, you are too naive to become a true god. What do you know? What have you seen? You are but a toddler in the face. А сможет ли он со мной поменяться, если я всего лишь клон бесплодный? Know mankind better than anyone else, and I deserve it. Once this is all over, I will send someone to free you from the Goliath. But until then... Ебать, ты жива, ёб твою мать! Охуеть, блядь! Ты, блядь, жива! Иди сюда, я тебя засосу! Miserable fool! I would have kept my word, but if you want to play games, fine! I have had enough time to practice! Oh, Kirash. А что пидорасить-то? Ебать, он меня решил обмануть. Да пошел нахуй. Справленный меч. Понятненько. The shields are down. The generators now. Почему я сильную атаку не мог провести? Надо хоть оружие зарядить. That doesn't look good. Get away from the rooms. Кихрон. Блять! Еще я могу? Not again. Get away from the runes. И чё? Oh damn it, not again. Don't let that glowing thing reach you. Ты чё за нахуй? Focus, Kalia. Focus. Жмыхануло, только почему-то эти двое выжили, а я нет. Oh, Kirash.
look good. Get away from the ruins. And I will take what I deserve. Пошел нахуй, чмо ебаное. Now, attack the generators. Я понял, как это прокать можно. Смотря немножко в бок. Да, блядь, не успел. Справленный лук. Damn it, not again. Don't let that glowing thing reach you. Иди нахуй! Уйди! Съеби! Калия, блядь! Я уже почувствовал. Я уже почувствовал, блядь, что бомбочка, сука. Шахид ебаный. Oh, Kirosh. Да ебаная мышка, хватит. Лук ему. Я, сука! Я среагировать не успею. Блять, Калии попал по лицу. Блять. Now, attack generators. No! No! What have you done? Радуйся, ты наконец-то отдохнешь. Помните, я говорил, что мы убьем черного стража? Здрасте. Я расскажу пути обратно, как можно детально. Но сейчас нам нужно вернуться в храм. Очищение, оно прямо сейчас происходит. I had a feeling that might be the case. Go on ahead. I will follow. Да. Бонус комплекта, что? Почему? Какой? Куда удален? I had assumed as much. Yuslan and he didn't even try to help me after that dragon attacked us. I was lucky to find another way in. Otherwise, I would never have found you. And you were... В чем дело? My Очищение. Мы ее не успеем спасти, походу. This must be the cleansing. If this is how it feels down here, then fate have mercy on those who are on the surface. Don't you feel anything? Едва ощущается. Слабо. Then the Black Guardian was right, wasn't he? What you are, your fleshlessness, it protects you. Ну, походу. Kirosh, I just don't understand. You are here, standing right before me, and I can see you. How is that possible? Could you really be an illusion? Я не знаю, но похоже, это правда. Теперь все то, что говорил обо мне старец, имеет смысл. И это тело, которое мы нашли в живом храме. I suppose so. So, what now? Your decision, is it final?
I understand. Блять, And ну in a ладно. few hours' time, нам the надо two of us бежать. will be the only survivors of mankind. That sounds so unreal. You have to prepare the escape pods. I will wait for your signal. Then we must move quickly. Even down here, this burning gets worse by the minute. I can't imagine how it will be that close to the beacon. Be careful, Saira. We can't afford any mistakes. О, дивный новый мир. Найти Джеспара. Я вам, блядь, Джеспара найду. Если бонус комплект удален, ну что, раздели. А, с меня голову сняли зачем-то. Ладно. Жаль, конечно, спидус проебал после воспоминаний, ну ладно. Где я вам, блядь, Джеспара найду? Хранитель вообще печально. Нужно телепортироваться. Ну, давай. Нет? Окей. У меня храм солнца есть. А чё, если бы у меня не было, блядь, свитка храм солнца? Где я его получил бы? С этого бомжа? Ну похуй, чё на меня. А, ну ладно. Ебать. Всех попережмыхало нахуй. Даже этот командующий. Чисто ради интереса. Там хоть как-то светоч поменялась? Вообще нихуя не поменялось. А где Арантель? А вот он, блядь, долбоёб. Не, на самом деле, типа, я не вижу другого варианта, как мы еще, блядь, остановим этот полный пиздец. Нечем. Просто нечем. Quickly, get us out of here. Походу он просто сквозь крышу уебашит. Отсюда. Эй, сядь, дура. Эста. Я чувствую, мы туда сейчас прилетим и обнаружим уже просто остатки колеи. Быстро и безопасно путешествовать по Энderалу можно верхом на Мираде. Ага, да, охуенно безопасно. Опять.
Всевышний, пошли опять выебываться. Все не так солнечно теперь. Дождь, гроза. Бать, чё на это расскажешь? Алле? Бля. Книга. Блять, там книга какая-то была. Вот реально чувствую, мы сейчас вытащимся отсюда и не найдем просто колеи. Где мы, блять? Где колея, блять? Она? И она даже жива. Уедь. Ты как? Hey. Как мы здесь оказались? I don't know. When I woke up, we were here. You were still unconscious, so I thought it would be wise to let you rest a little. Just look at that. From here, it all seems so peaceful. Untouched. As if all that has happened was nothing but a bad dream. I guess, as far as the world is concerned, it doesn't make a difference whether we live or die. Скорее всего, нет. Что теперь? Now it's up to us. Понятненько. Я игру тише не могу сделать. Я не могу игру тише сделать, блядь. Вообще никак. Концовку. Да не знаю. Но мы, скорее всего, там просто умрем. Ты это шикарно выглядит. Сука. Я не могу свернуть ничего. Не скипнуть, не свернуть, нихуя. Ладно, подождем. Потом уже буду я озвучивать мнение. Не, в плане того, что нас, скорее всего, там просто жмыханет и все пойдет по пизде и заново. А тут у нас есть хотя бы вероятность попробовать в новом цикле еще из колеи все сделать. Такая вероятность мне нравится.
ладно, в любом случае, пока что, ну типа, на другую концовку, наверное, тогда пойдем другим персонажем. Ради интереса. Вот, но... Похоже, титры все. Ну, блять. Я понадеялся, что музыка все, но музыка нихуя не все. Я типа не могу ничего сделать, не свернуть все, не альтабнуться. Пиздец, ладно. Ни мышки, ни хуя. Да ёб твою мать! Игры я вообще нихуя не могу сделать. Ни альтабнуться, не скипнуть, ничего. Типа у меня даже мышки нет нигде. Тем более уже что-то потише сделать я тоже не могу ни хрена. Прекрасно. Обожаю Skyrim. Там никакой сцены после титров не намечается. Я сделал мышку, подождите. Сука, я все равно не могу в Skyrim зайти. Я хотя могу игру потише сделать. Или нахер звук вырубить. Ладно, я ставлю вот где-нибудь вот так вот, еле как, чтобы было слышно. И у себя убавлю. Ну да, тут прям много народу задействовано было. Сцен не будет, жаль. А, да? Прекрасно. Ну что я могу сказать? Прекрасная игра, честно. Одно главное хорошо, что здесь, как в том же море, допустим, нет какого-то скрытого смысла и так далее. Или типа, что вот ты вроде вышел там, как в Dark Souls, вроде на светлую концовку ты возжег пламя, но пошел нахуй, это плохая концовка. Вот, и типа... да, то есть тебе прям объясняют, что, к чему, зачем, и как, и нахуя. И это хорошо, это мне нравится. Вот.
Не знаю. Да, были какие-то нелогичные моменты, были вот эти моменты с предателем, но опять же, все это объяснилось, и все это стало абсолютно логично. Что есть сценарий, неважно, что ты делаешь, ты всегда идешь по нему. Вот. И это красиво, на самом деле, сделано. Это было красиво сделано. Но Калии я тут на самом деле в конце не ожидал. Я до последнего думал, что она, блядь, умрет. Честно. Я до последнего думал, что она в какой-то момент просто откинется. Окей. Смотрю, найду, постараюсь. Вот, ну честно я говорю. Сюжет это сильная сторона мода. То есть чувствуется, что именно над сюжетом прям конкретно поработали. Прописали много мелких деталей, все дела. И да, сайд-квесты типа не столь прям дохуя проработаны, но камон. Все равно в сайд-квестах чувствуется, что тоже было что-то. Как и вот эти две ветки больших, которые я увидел, это серп, который перетекает либо в серп, либо в одну нашу подругу. Вот. И это... Сейчас проедет хуйня еще одна пердящая. И это ролата, которая тоже большая ветка, причем крайне интересная, еще открывает, которая возможность пройти на другую концовку. О, то есть получается их тут всего 3. И одна повторяет другую, только с небольшим расширением, насколько я понял. Вот. По поводу в целом геймплея, ну, камон, это Skyrim. Но система вот этой прокачки мне понравилась на самом деле. То есть новые спылы, активок накинули, стойки сделали. Так что... Не знаю, в планах минимум еще 2 прохождения. Одно я еще хочу постримить, второе уже... Возможно, даже я и сам буду ковырять его. То есть, одно прохождение хочу все-таки сделать... Да? Ну ладно. Одно я хочу сделать точно на энтропии, а второе я хочу ради интереса попробовать тяжелого двуручника классического. Вот. Ну и спелсворда, естественно, тоже на будущее. Да, да. Александр даже правильно это объяснил, что Калея выводит нас из хаоса. Вот, из ада этого, со сном, с папочкой, вот этим всем. Вот, что еще хотел сказать. Диалоги иногда не совсем правильно прописаны, как мне кажется, потому что из героя делают какого-то дебила в каких-то моментах, то есть... Где, типа, тебе прямым текстом объяснили, типа, а-ля... Если ты сейчас не чихнешь, все умрут. И герой такой... То есть, если я сейчас не чихну, все умрут? И типа, что? Камон. Что? Ну, вы поняли, короче. Ну, то есть, были такие моменты частенько. Так что, да. Ну и редкие персонажи. Хоть я и проебал Джеспаром. Но с Джеспаром будем уже мутить в следующем прохождении, я думаю. Вот, но с Калией ветка мне прям понравилась. Это интересная деталь была. Такая небольшая, что... Калия немножко напрямую связана с камнем. Так, все, я могу в игру. Что? Спасибо тебе за наслаждение игрой Enderal. Твой опыт от игры, которым, мы надеемся, ты наслаждался, стал результатом работы нескольких лет упорной работы, блин. И тебе поддержать. Если понравился Enderal, то, возможно, вам понравится Гроза умирающего. Интернет-новеллы, написанные Николасом Лицзао. Можете найти ее в Steam, либо на личном Патреоне. И да направит вас свет.
Ну да, Кали, несомненно, классный персонаж. Вот насчет Джаспара, я не знаю, мне не сильно раскрылся, потому что я проебал что-то и т.д. и т.п. И типа, все же он тоже неплохо. Вот. Давайте ради интереса просто прямо сейчас посмотрим мнение Лавы. Мне интересно, ну честно. Сейчас. Так, мнение о играх. Да, я вот тоже хотел сказать, что персонажи, в принципе, суммарно, это прекрасная сторона этой игры. Так, нет, это не здесь. Так, а где? Так, плейлисты. Все плейлисты. Нерим, This War of Mine, Warhammer, More, Brutal Legends, Endless, Titan Quest. Ща найдем. Enderal. 48 стримов. Охуеть. Охуеть. 48 стримов, блять. Что в Эндерале можно делать 48 стримов, блять? Объясните мне, тупому. Так, пиздос. Так, вот стрим. Window Capture сейчас сделаем. Так, ну да, вот. Вот. Сука, он не грузится. Да, Игорь, я понял. Нихуя не слышно. Ребят, первая проблема это с высшими проблема. Проблема в том, что если высший рождается путем поглощения сознаний других осознанных существ, то он должен дальше испытывать голод и желание их поглощать. Он как зомби. То есть он зомби, который все время хочет мозги. И проблема в том, что если бы этот высший был бы, вот, в принципе, как голодный зомби, который манипулирует живыми сознаниями, чтобы в какой-то момент их пожрать, а эта мысль прослеживается, я бы согласился. Но там потом говорится, что он просто порождает нового высшего, как в Mass Effect 3, да, то есть новый жнец. И тогда происходит противоречие. То есть противоречие в том, что когда он пожрет сознание, он должен дальше желать поглощать другие сознания. Он не может насытиться. Это его сущность, это то, что является его стержнем, появления его сути. И получается, что в Mass Effect более логично получается, что есть жнецы, которые в определенный момент ждут, когда цивилизации разовьются, заполнят огромную вселенную и придут и нажрутся и создадут еще себе. Ну, вообще, вроде жнецы немножко не так, насколько я знаю, так-то работали. Они просто раз в 50 лет все распидорашивали и все. Ну, в 50 тысяч лет. Типа такие, так, что там по времени? 50 тысяч лет прошло? О! Пошли воевать. Все, война закончилась, похуй спать. Не, может, я, конечно, просрал какой-то момент, но все же. Подобных, если будет цивилизация достаточно индивидуальна, чтобы ради нее создать нового жнеца. Да, то есть логично. А здесь дыра. Здесь дыра, потому что он же, а что он кушать-то будет? А те что кушать будут? То есть они создадут нового высшего, а сами-то что поедят-то? Они же голодные, а это их суть. Вот этот момент, кстати, да, я тоже немножко не понял. Все-таки то ли я что-то просрал, то ли что. Куда девается старый-то высший, блядь?
Или типа он вайпается вместе с циклом. То есть произошел цикл, старые высшие вайпнулись вместе с населением, и население в нового высшего, а высший просто типа гуфнулся, и все. Или что? Я вот этого тоже немножко не состыковал, если честно. И происходит проблема сюжетная. Второй момент, это, конечно, открытый мир. То есть, как бы ты, ну, я не знаю, события в открытом мире, они сюда, как бы, они раскрывают, что происходило в этой цивилизации, но не дополняют эту историю, вот лично для меня. То есть, комедийная история, где он там остался в домике, знаете, мне с юмором понравился квест, но он просто второстепенный, то есть, как бы, он не лаконично вписывается в основной антураж всего происходящего. Я так понимаю, Лав, про вот этот квестик про свинью, да? Я так понимаю. Получается, все, что ты делал, это просто, ну, как бы, ну, просто так вот. Хотел и поделал. Здесь очень хорошие, лаконично становятся те слова отца, когда он мне сказал, пусть остается, это ему в наказание. Я думал, что мой финал будет, это когда вознесется отец по сюжету Ролаты. И потом вот эти слова сказал. То есть, получается, разработчики осознанно знали, что вся та мишура в открытом мире, которая вас окружает, которая вас мотивирует там лазить, это вам в наказание, ребята. И я не могу это поставить в плюс. Это минус, потому что, ну, то есть, зачем нагромождать вот это все, если это никак не наполнит мой опыт в основном сюжете, не дополнит его, ну, не знаю. Возможно, для меня эти слова стали вот какими-то, скажем так, пророческими в моем опыте прохождения Enderal'а, потому что все, что я проходил, все истории, которые я там находил, раскрывал дополнительные задания, они никак не взаимосвязаны с основным сюжетом. Не, они там историю, конечно, рассказывают, но они рассказывают историю Enderal'а, то есть там, может быть, мы римцев немного захватывали, но это все вот, понимаете, нагромождено друг на друга. Идеи классные, но их так много, этих мыслей авторов, модификаций, да, то есть создателей этого мира, что они друг на друга нагромоздились, и получилось масло масляное. То есть много-много-много идей, еще и прерываем и желанием впихнуть в игру квестовые элементы. Где-то они еще, ну ладно, пусть будут, но вот, если честно, они здесь вообще не оправданные. То есть они больше мешают наслаждаться от игры, чем расширяют вот, игровой опыт. То есть над этим надо работать, а иногда даже мешает, как в основном. Ну не, тут я не соглашусь, однако. Все вот эти вот квестики, все вот это вот, оно, наоборот, именно дополняет, причем нихуя себе так. Потому что тебе объясняется, что есть безумие, что есть там Ролата, которая просто хочет там в комнату картин съебаться и все. Есть еще что-то, то есть квесты, они дополняют все-таки Enderal, а не просто филлерное говно, как какой-нибудь Наруто 600 серий из 700. Вот, так что тут тоже. В данном сюжете произошло со мной. Королич, приветствую, дураки нашего канала. Поэтому 8 из 10, то есть почему 8? Потому что совокупность всех мыслей, вообще стремление вот создать этот мир, то есть рассказать вот такую глубокую историю, пусть и в некоторой степени для меня вторичную, потому что она перекликается с трилогией Mass Effect, и не только еще были, то есть какие-то моменты с другими играми перекликается, да, но я считаю, что, возможно, они вдохновение черпали, возможно, это совпадение, кстати, потому я понимаю, озвучка всех по 2 человека это немецкий и английский, да? что есть общее бессознательное, скажем так, да, важно совокупный результат. А совокупный результат в том, что история прерывалась, и мне хотелось все время, ну, как бы ее дорассказать. И когда мне ее дорассказали, я понял, что все, что я делал до основной истории, оно как бы просто вот мишура. То есть вот эти слова так и гремят в голове, когда отец сказал: не убивайте его, ему в наказание то, что он здесь останется, пусть еще побегает, пусть еще все. Кстати, я что-то не помню вот этих слов отца. Если честно, что типа, что это в наказании и так далее.
Что-то я этого не помню, честно. Угу. Правильно. Веди это к чему-то, я пока продолжу слушать. Это поделать, потому что все это суета-сует, то есть основной сюжет это никак... Я не знаю, где мы закончим, поэтому, Нека, если что, это, ну, кратенько поясню для тебя. Это наш хороший товарищ, вот, общий знакомый. Мой личный побудитель того, чтобы я начал стримить лично я сам. Вот, так что да. Просто у нас с ним, ну, уже видишь, разные взгляды на игру. Ну и, в принципе, на игры. Некоторые. Не расширит его игровой опыт, и ты смотришь на это и думаешь, да ё-моё, а зачем тогда это все громоздить? Сделали бы просто, ну не знаю, линейно все, то есть, ну зато хорошую бы историю рассказали. Зачем все эти старания, если они не взаимосвязаны с друг другом? То есть они же друг друга должны дополнять, как-то переливать, создавать живой вокруг мир, который сам в себе живет. С этим вообще проблема. Вы же видели, у меня иногда живой мир жил, а иногда статично стоял и ждал, когда я хоть что-нибудь сделаю, чтобы на меня отреагировать. Потеря живого мира здесь, конечно, у меня уже изначально была, но мне говорят из-за графических максимальных настроек. Так, сейчас посмотрю, может зрители еще что-то дополнят. Ну ладно, я чувствую, дальше пойдет прям уже полный разнос Нерима с Эндералом. Скорее всего. Ну блин. Все-таки. Сам по себе Enderal это прекрасная штука. Вот. Как минимум просто потому, что суммарно все вот, все нелогичности, все вот эти моменты, практически все, не считая того момента, куда девается старый высший, и кто такая все-таки вот эта женщина под вуалью. Вот. Не считая вот этих двух моментов, это все объяснено. Это хер в какой игре ты встретишь. Угу. Ну да, это понятно тоже. Ну, блин. Я говорю, типа, хер ты сейчас в какой игре встретишь, чтобы тебе все сразу объяснили. Ну, типа, те же Dark Souls я даже в пример не беру. Потому что там, понятно, там сюжет просто накапали на вещи, накапали по полкапельки и типа, все, удачи. Вот. Я говорю про игры а-ля тот же Horizon, допустим. Там есть какие-то недосказанности, я в этом уверен, допустим. Там тот же, я не знаю. Да практически, наверное, любая игра вот подобного рода. Судьба. Возможно. Возможно и судьба. Интересненько. Что ж. В любом случае, да. Игра стоит свеч. Определенная игра стоит свеч. И еще раз повторюсь, чем? Судеб много из-за моря возможностей. Ну, кстати. Что еще хотел сказать там? Чем сложнее вот какие-то сюжетные повороты и так далее, тем интереснее игра становится. Потому что если будет какой-нибудь поворот а-ля вот мы добрые, они злые, ой, они добрые, а мы, оказывается, злые, это типа тупейшая херня, даже если она будет обоснована. В каждой ветке есть своя, но опять же какие-то теории. Интересная теория все-таки. Вот, к чему это я?
Да. Типа, если, допустим, даже незначительный сюжетный поворот того, что мы марионетка, ну ладно, нихера себе незначительный, да? Ну, допустим, то, что мы нашли труп, мы марионетка, да? И мы преследуем какую-то цель. А какую цель? Нам не объясняется. То есть, ну, уже вот появляется определенная запутанность. Соответственно, игрок начинает задумываться, если игрок не тупой. А игроки обычно тупые, сколько я знаю. Вот, то есть, не знаю, у меня такое ощущение, что тех людей, которые прям задумываются над сюжетом, над игрой, типа какие-то разные варианты мысли свои вкидывают, ну, даже в пустоту, допустим. Вот таких единиц, скорее всего. Вот, в общем, да. Чем запутаннее сюжет, и чем правильно обоснованнее он, это тем интересней обычно. И всегда так. Так что, да. Ну да. Вот тоже интересно все-таки, до какой цели мы шарашим. То есть, ну допустим, вот даже в момент смерти цель берется, да? Главная цель. У нашего этого дебила, который активировал Светоч, у него была цель изгнать высших. Правильно? Правильно. Ну, на тот момент. И все, поехали, и полетели, и типа и пиздец. Допустим, у нас в момент смерти какая была цель? И типа, ну не знаю. Вопрос, однако, интересный. Но циклов при этом, насколько робот сказал, циклов типа сотни были и так далее и тому подобное. Начать новую жизнь, стать кем-то значимым. Ну да, наверное. Типа вот тоже об этом думаю сейчас. Ну-ка, может, ты что-то вкинешь? Помогать другим спасти мир. Не, просто робот же сказал, что есть одна конкретная цель, за которой вот как раз таки опустошенный, пустой, кто мы там, блядь. Короче, тень того изначального человека и ебашит. То есть одна цель главная, и все. И он становится фанатиком. Ну, грубо говоря. То есть дед как хотел, так он и упоролся, и активировал. Вот. Ну, тоже, да. Но опять же, есть такая охуенная вероятность, что если все это действовало, все по сценарию шло, если все шло по сценарию всегда, то всегда появлялись люди в капюшонах и провоцировали смерть семьи. Правильно? Правильно. Соответственно, люди в капюшонах это может быть та же судьба сама по себе. То есть женщина в капюшоне. Ну, вы поняли. Whale to woman. Вот. Есть нихуевая такая вероятность, как мне кажется, не так ли? Опять же. То есть, чтобы привести прорицателя, ну или прорицательницу к задуманному вот финалу. Вот, либо опять же именно судьба, либо высшие подтолкнули тех людей на свершение, либо что-то еще, либо реально наш сам ГГ убил их сам по себе.
с какой-то целью. Вот. А по поводу сериала... Я хз, в целом-то можно, наверное. Ну да, чувство вины именно Всевышние, ну, высшие, то есть, пытались скинуть, так что да. Что ж. Ну, честно, я нихуя не удивлен, что у нас затянулось обсуждение всего вот этого дела еще на сколько? Сколько мы тут уже без геймплея сидим? Полчаса, ебать. Я нихуя не удивлен, что у нас на полчаса затянулось обсуждение. Так что да. Ладно, в любом случае, Александр, тебе спасибо за возможность, собственно говоря, пройти. Вот. Как минимум. Ну да, да. Вот, минимум тебе спасибо за возможность пройти. Это было крайне интересно. Плюс теперь я еще хочу потрогать магию. О, сожопу. Вот, так что да. Ну, в любом случае, посмотрим, что дальше будет. Посмотрим, что дальше будет. На сейчас пока что все. Тогда, пожалуй, да, наверное, пойдем еще и сериал добьем сегодня. Вот, как раз таки 1:30. Как раз 3:30 где-то я и спать откинусь. Идеально. Вот, ну а завтра нас уже ждет старт с Скайримом. Только с призывным шмотом, с призывным оружием. Сандра, ты же уже готов, что я пролечу все за один стрим? Ладно. Значит, немножко прозадумался. Ладно, в любом случае, всем спасибо. До связи. И, ну, кому интересно, жду.